12 декабря в Лондоне на стадионе О2 состоится боксерский поединок за Многие эксперты считают Джошуа одним из лучших тяжеловесов на данный момент. Джошуа имеет внушительные габариты и хороший профессиональный опыт. В 2012 году Энтони завоевал олимпийское золото на Олимпиаде в Лондоне, а в 2016 завоевал свой первый титул IBF в поединке против Чарльза Мартина. Энтони считается одним из лучших панчеров своей весовой. Из уже битой оппозиции у Энтони Джошуа можно назвать такие имена, как Диллиан Уайт, Карлос Такам, Владимир Кличко и Александр Поветкин. В 2019 году Энтони Джошуа потерпел свое первое поражение и отдал все свои титулы Энди Руизу-младшему. Но тем не менее Джошуа сделал выводы, хорошо подготовился и взял убедительный реванш у мексиканца и вернул себе все пояса назад. На данный момент Джошуа является чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO. Энтони Джошуа имеет в своем активе 24 поединка, одержал 23 победы и 1 поражение. На момент боя Пулеву будет уже 39 лет. Очевидно, что это последний шанс Пулева стать чемпионом мира. В профессионалах Пулев дебютировал в 2009 году, имея за плечами опыт любительских поединков. Кубрат не входит в топ-5 сильнейших бойцов дивизиона, поэтому титульный шанс он получил за счет грамотного продвижения от Боба Арума. Пулев является номером 1 в рейтинге IBF, так как победил несколько достойных оппонентов. Конечно же, в плане битой оппозиции Кубрат уступает более молодому визави, ведь он может похвастаться только несколькими значимыми победами над Дереком Чесорой, Хью Фьюри, а также Тони Томпсоном. Свой первый титульный поединок Кубрат провел в 2014 году, уступив на тот момент чемпиону WBA, WBO, IBF и IBO Владимиру Кличко. Это единственное поражение Пулева на данный момент. За свою карьеру Пулев провел 29 поединков, одержал 28 побед и 1 поражение. Поединок между Энтони Джошуа и Кубратом Пулевым должен был состояться еще осенью 2017 года. Бой планировалось провести в английском Кардифе при большом стечении публики, однако бой так и не состоялся. Буквально за месяц до объявленной даты Пулев получил травму, соответственно бой был отменен. Но этот бой мог и не состояться и в 2020 году. Все из-за того, что команда Джошуа пыталась провести поединок с Тайсоном Фьюри. Также этому поединку мог помешать обязательный претендент по линии WBO Александр Усик, который хотел провести поединок с Энтони Джошуа. Но все же было решено, что сначала Джошуа должен провести обязательную защиту титула против Кубрата Пулева. Много специалистов считают, что у Пулева почти нету шансов в поединке с Энтони Джошуа. Да и сам Джошуа не видит в лице Пулева какой-то опасности, поэтому уже думает о бое с Тайсоном Фьюри. Я надеюсь, что у Энтони Джошуа не будет недооценки своего оппонента и он подойдет ответственно к этому поединку. Если сравнивать Джошуа и Пулева, то Пулев слегка уступает чемпиону в габаритах, а также в скорости и работе ног. Также Джошуа моложе Пулева на 8 лет, что очень немаловажно. Из плюсов Джошуа можно выделить скоростные навыки, мощный джеб и умение найти свою дистанцию. А из плюсов Пулева можно также выделить его джеб и довольно неплохой удар справа, но жестким панчером его назвать нельзя. Также я бы хотел отметить манеру Пулева вести поединок с опущенными руками и привычку отводить перчатки далеко от челюсти, не защищая ее, чем может воспользоваться Джошуа. Поэтому если Пулев не изменит тактику в поединке с Джошуа, то он может пропустить удары, каждый из которых может закончить бой уже на первых минутах. Как сказал Пулев, этот поединок будет шахматной партией, но по факту этот бой можно назвать битвой джебов, так как оба бойца отлично ним владеют. Вполне возможно, что бой начнется на тихой волне, где Джошуа будет боксировать на дальней дистанции, выкидывая легкие джебы и показывая отменную работу ног. В свою очередь Пулев за счет своего джеба будет пытаться постоянно сбивать с прицела удары Джошуа.
Я считаю, что у Пулева есть шансы в этом поединке, он может подловить Энтони. Это может быть вовремя выброшенный правый оверхенд или же ответный удар во время атаки Джошуа. Но это будет не так легко, так как не стоит забывать, что Пулев все-таки уже возрастной боец и возможно ему не хватит сил на весь поединок. Поэтому исход поединка в очень многом будет зависеть от физической формы Пулева. Геймплан Энтони Джошуа будет состоять в том, чтобы измотать Пулева и уже потом начать более активные действия во второй половине боя. Безусловно, в тяжелом весе все может решить один удар, но в этом бою можно почти не сомневаться в том, что Джошуа будет ждать своего момента и ближе к концу поединка он попытается подловить на ошибки уставшего Пулева. Поэтому есть шансы, что поединок закончится нокаутом. Так что если делать прогноз, то я бы ставил между победой Джошуа нокаутом во второй половине боя, либо же полной доминацией Джошуа над Пулевым и победой по очкам.